Всем привет, меня зовут Русана, и сегодня я расскажу вам, как подготовить машинку к работе и собрать все необходимое. Для работы нам понадобится сама машинка, иголочка, несколько бандажных резинок, громец, держатель, в данном случае это одноразовый, пару перчаточек, клипкорд, блок питания, и под столом у меня лежит педалька. Начнем с того, что машинку нужно собирать чистыми руками, и правилом хорошего тона считается распаковывать все одноразовые принадлежности, то есть иглу, держатель, либо если у вас стальные держаки, вы распечатываете крафтовый пакет со стерилизованным оборудованием непосредственно при клиенте, дабы он убедился, что все чисто, стерильно и надежно. Клипкорд оборачиваем всегда в барьерную защиту. Это не обсуждается. Ваши руки должны быть чистыми, продезинфицированными. Я собираю машинки всегда в перчатках. Распаковываем наш держатель. И следом распаковываем иголочку. Есть очень-очень важный момент про то, что иголочку перед работой необходимо подгибать. И сейчас я объясню почему. Иголку подгибаем примерно в двух местах. Первое место это там, где у нас будет прижата бандажная резинка, то есть это вот примерно где-то здесь. Подгибаем слегка, без энтузиазма лишнего. И второе место это вот примерно вот здесь вот возле пайки. И еще немножечко, чуть-чуть подгибаем саму пайку. Пайка непосредственно это вот эта часть иглы, то, что напаяно на штангу. У нас должна получиться небольшая легкая дуга, только в одном направлении, вот так. Для чего это нужно? После того, как мы зарядим иголку в держатель и в машинку, и она будет прижата бандажной резиночкой, от давления резиночки иголка у нас распрямится и будет ходить у нас только строго в продольном направлении, исключая любые поперечные биения, которые нам не нужны, потому что они дают разбрызгивание краски, неровные контура, и если вы делаете дотворк, ваши точки будут похожи больше на запятые, чем на точки. И это все очень плохо, поэтому иголку обязательно нужно подгибать. Очень часто нам задают вопрос, как вставлять громец в иглу, в ушко. Вставлять ее сразу, либо одевать на пин байка. Естественно, гораздо удобнее сразу вставить громец в ушко иголочки. И ориентировать его таким образом, чтобы когда игла находилась в держателе, вот эта пайка находилась внизу. Саму иголку на машинку одевают все по-разному. Кто-то сразу ее одевает на пин и потом одевает держатель. Я обычно делаю вот так. Очень важный момент – это вылет иглы из носика. Это тоже один из часто задаваемых вопросов начинающими мастерами. Иголка должна выходить из носика в свободном холостом состоянии машинки примерно на 1 мм. Некоторые даже делают вылет больше. Меньше делать не рекомендуем, потому что игла просто не будет пробивать кожу, ей не будет хватать нужного хода. Поэтому мы регулируем держатель таким образом, чтобы игла
примерно на миллиметр, ну где-то, может быть, даже 1,5 выходило из носика. И фиксируем все это зажимным винтом. Зажимаем хорошенечко, потому что одноразовые держатели, как правило, у них трубка чуть уже, чем у остальных, и они имеют свойство болтаться, чего вам в процессе работы совершенно не нужно. И бандажные резинки. Резинки бывают разные, бывают сопливые, бывают очень тугие, бывают средние. Поэтому, в принципе, если вы видите, что резиночка тоненькая, можно накидывать даже 3. Если резинки тугие, то на мощные машинки, такие как наши, я обычно одеваю 2. Накинули 3 штучки и вот такими вот аккуратными движениями все это равномерно распределили. Красота! Еще один из самых часто задаваемых вопросов – это какой же стороной подключать клипкорд к контактным стойкам. Скажу сразу, все зависит от машинки, но непосредственно на наших машинках полярность не имеет значения, так как конденсаторы на наших машинках биполярны. Это значит, что этой стороной или этой стороной не имеет абсолютно никакого значения. Нажимаем педальку. Все работает. Я обычно еще проверяю пальцем, не тормозит ли боек в работе, потому что машинка на холостом ходу, когда она не в нагрузке, то есть она без иглы и без бандажных резинок, ее работа и звук существенно отличается от того, когда она заряжена. Поэтому если у вас при нажатии педали и подставлении сюда пальца машинка не тормозит и работает так же стабильно, то, соответственно, все замечательно, можно работать дальше. Собранные и заряженные машинки я обычно кладу на чистую салфеточку, и в процессе работы это является некой чистой зоной, которая находится отдельно от красок и вазелина, чтобы все это не находилось в грязи, в биогрязи, где содержится кровь клиента. Работайте с удовольствием, работайте правильным оборудованием. Если у вас остались какие-то вопросы, мы ждем их в комментариях под видео.